Всем привет, друзья! Меня зовут Айсылу, и вы на канале Юнирус. Сегодня я буду рассуждать, я буду говорить о самых популярных русских стереотипах. Это новая рубрика, и надеюсь, она вам понравится. Я буду говорить на русском языке, вы можете слушать, и если нужно, если это необходимо, вы можете включить субтитры на YouTube на русском или на английском. Также, если вы хотите, вы можете скачать текст того, что я говорю сегодня, и читать это самостоятельно. Я очень надеюсь, что эта рубрика вам понравится и вам будет интересно. Давайте, поехали! Сегодня я хочу поговорить о самом распространенном и популярном стереотипе о России, то, что спрашивают все иностранцы. И, наверное, это первое, что приходит в голову иностранцу, когда он думает о России, что в России всегда холодно. Ребята, это неправда. Это неправда. Россия – это огромнейшая страна. Это самая большая страна в мире. И у нас очень много климатических зон. Очень много. Например, сегодня я записываю видео 27-28 сентября. И в России плюс 18, плюс 19 градусов. Я видела в Москве, в Казани и в Уфе. И солнечная погода, и это конец сентября. На самом деле, когда иностранцы думают о России, они думают, что у нас всегда холодно. Это неправда. У нас есть 4 времени года. У нас есть зима, у нас есть весна, лето и осень. И в зависимости от места в России, да, и в зависимости от того, на какую точку на карте вы посмотрите, климат будет свой. Большей части России, да, у нас есть длинная, долгая, холодная зима, но у нас также есть юг России. Может быть, вы знаете Сочи, Геленджик, Анапа, это Краснодарский край, или Кавказ тоже. Там климат совершенно другой, он очень мягкий, он не такой суровый, как мы говорим. И там даже зимой бывает очень тепло, как, например, в Европе, как может быть, даже в Италии, да, или в других каких-то европейских странах. Там даже зимой, то есть снега нет, но он есть, например, в горах. Потому что, если вы знаете, если вы смотрели Олимпиаду в Сочи, вы видели, что у нас есть в Сочи горы. Но да, зима у нас в большинстве мест России, скажем так, она долгая, она достаточно холодная. Если мы посмотрим на европейскую часть, такую среднюю полосу России, в которой и я тоже жила, это Казань, это Уфа, я то же самое могу сказать и про Москву, например. Летом очень жарко, и в последние года прямо очень странная погода, иногда бывает там плюс 35 и очень жарко. Осенью становится холодно. Например, сейчас в России такой период, который называется бабье лето. Если вы не знаете, что такое бабье лето, подписывайтесь на мой канал в Инстаграм, там я писала про это. Я вам оставлю ссылку внизу. Сейчас сентябрь, и погода еще не такая плохая, не такая холодная. Но в октябре уже начинаются дожди, начинается холод, и где-то в конце, иногда в середине, но ближе к конце ноября начинает идти снег, и где-то в конце ноября наступает зима, и все становится белым, холодно, но холодно это тоже относительно, да, потому что может быть минус 5, минус 10, иногда может быть там минус 20, минус 25, минус 30, но это несколько дней в году,
Это в средней полосе России, еще раз скажу. Если мы говорим про Сибирь, то да, в Сибири действительно может быть холодно. И, например, есть город, называется Оймекон, по-моему. Я не уверена, что я правильно говорю, потому что это не русское название. Там действительно холодно. Или если вы, например, поедете в Хабаровский край или на Камчатку, там здесь тоже бывает очень рано наступают холода, и там намного холоднее. В целом зима в России длится, опять, если вы поедете в европейскую часть России, ну, где-то вот с конца-середины ноября до, я бы сказала, наверное, конца марта, потому что февраль очень холодный месяц, и в марте тоже еще есть снег. Да, весна, она потихонечку приходит, но все равно еще холодно. Ну и самые, мне кажется, приятные месяцы в России — это май, июнь, июль, август, ну, сентябрь тоже. Самые неприятные — это октябрь, ноябрь, когда очень темно, идут дожди, холодно, грязь на улице, то снег, то дождь. Это не очень приятно. Но в декабре уже красиво, когда все такое белое, все украшено очень красиво к Новому году, тогда это действительно очень красиво. И март, апрель, я бы сказала, тоже такие месяцы, когда весь снег начинает таять, и на улице становится очень грязно, опять ветра, холода, дождь, снег, все вместе иногда, тогда это может быть не очень приятно. Но потом наступает май, и становится тепло, и да, и потом летом плюс 15, плюс 20, плюс 30. Ну а если вы поедете на юг России, плюс 40, абсолютно спокойно. Поэтому думать, что в России всегда холодно, что мы, не знаю, каждый день, даже летом одеваемся очень тепло, и у нас снег круглый год, нет, это неправда. Это не так. Это большой стереотип, и кроме того, если вы поедете, например, в Москву, Москва — это огромный мегаполис, и там всегда теплее, чем другой, ну, например, в городах, которые рядом. Там всегда намного теплее в Москве. В Санкт-Петербурге, в Питере очень климат своеобразный, очень влажный, потому что остальная Россия, она более сухая. Именно воздух более сухой. Вот в Санкт-Петербурге воздух очень влажный. И вы знаете, наверное, где расположен Питер, да, возле моря. Там очень сильные ветра, дождь постоянно. Там климат, который не всем понравится. Например, мне он не очень нравится. Вы можете спросить, если у нас так холодно, как вы живете в этом холоде? Ребята, на самом деле очень просто. У нас внутри дома, в помещениях, в здании хорошо работает отопление. Отопление начинает работать уже иногда даже в конце сентября, в октябре точно его уже включают. И выключают примерно там, не знаю, в мае, в апреле, в зависимости, да, от погоды. Или если вы живете в своем доме, вы можете сами регулировать. Отопление у нас не очень дорогое, относительно, особенно по европейским меркам. Например, я сейчас живу в Европе, в Италии, и я была в шоке первую зиму в Италии, потому что у нас в России, да, на улице, например, зимой холодно, даже минус 20, например, но ты оденешься хорошо, это, во-первых. Во-вторых, у нас сухой климат, и это не так холодно. Например, в Европе, по крайней мере, вот здесь вот в Италии, зима, она другая, она очень влажная. И даже если плюс 5 градусов, это совершенно другой тип холода. Ты чувствуешь это намного сильнее в Италии, чем в России. И поэтому все надо мной смеются и говорят: ты же русская, почему тебе всегда холодно? Две причины. Во-первых, другой тип холода в России. Холод, он сухой, и он намного легче переносится. И причина номер два — это моя боль, как мы говорим на русском, это отопление. У нас в России отопление, из-за того, что оно стоит недорого, и потому что на улице действительно очень холодно, отопление работает хорошо. И у нас обычно в доме
может быть плюс 25 градусов, плюс 23, 25 и может быть даже больше, в зависимости от дома, да, или если вы можете регулировать, вы можете ставить больше. И поэтому мы всегда зимой ходим дома просто в футболках, иногда даже босиком, и нам нормально, то есть абсолютно нормально, и иностранцы этому очень удивляются. Особенно, когда они видят, да, что там в рестораны, например, мы приходим, у нас куча одежды, мы ее снимаем и остаемся просто в майках или в футболках, потому что у нас просто в помещении очень жарко. Или ты заходишь в метро, тоже в метро очень жарко, и поэтому ты всегда раздеваешься. То есть внутри у нас очень тепло. И это очень приятно, когда ты из холода заходишь домой в теплый дом, ты раздеваешься и ходишь нормально. Поэтому никаких проблем с холодом в большинстве случаев у нас нет. И это очень хорошо. В отличие, например, вот от Италии, сейчас, как я сказала, конец сентября, а в доме, видите, я сижу в таком легком свитере, потому что и я очень мерзну, скажу честно, хотя вы видите, на улице светит солнце, на улице тепло, а дома уже становится холодно. В России такой ситуации нет. Поэтому не бойтесь холода, в России не всегда холодно. В России у нас есть очень жаркие дни, иногда бывает и плюс 40 летом. Но зимой, да, бывает холодно, поэтому одевайтесь потеплее и добро пожаловать в Россию. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если у вас есть свои вопросы о стереотипах, о России, о русских, даже о русском языке, почему бы и нет, пишите в комментариях, я с удовольствием отвечу на них. Спасибо большое и пока-пока!